Что нужно для того, чтобы начать играть в WOT Blitz? Создайте на лице улыбку, поправьте осанку и создайте хорошее настроение. Не переутомляйте глазки, не забывай моргать. Взгляд ведем вверх в потолок, без напряжения. Поздравляем! Теперь вы можете спокойно играть в танки. Привет, мои дорогие мучачо! Если вы смотрите это видео, то вы или мой подписчик и постоянный зритель, что приятно. Или у вас так же, как и у меня, хватило свободки только на 8 уровень, и вы вынуждены довольствоваться тем, что есть. Ну или же вы наткнулись на обзор спустя месяц. Это все не важно. В любом случае, это обзор нового итальянского танка P-44 Pantera. Мы не будем разбирать плюсы и минусы танка, как это происходит обычно. Мы просто пройдемся по всему, что видим у машины, и решим, хорошо это или плохо. Погнали! Для начала я вам расскажу, как я проходил этот танк. Свободного опыта на модуле у меня не хватило, поэтому я включил прем-аккаунт, закинулся бустерами и поехал ломать рандом. Но все оказалось куда хуже. Стоковая пушка имеет пробитие в 165 мм на ББ и 195 на подкалиберах. Это показатель 7 уровня, никак не 8. Попадая к девяткам, нам крепко тяжело. Да что там девятки, с тяжами 8 уровня лоб в лоб нам никак не справиться. Динамика не полный шлак, но ездим мы не так быстро. В общем, качаем танк в следующем порядке. Башня, пушка, первый двигатель, гусли и топовый двигатель. Персик, муа. На самом первом движке мы имеем такую же максималку, как и на других, но с более низкой мощностью лошадиных сил и с меньшим поворотом шасси. Пока я не поставил себе оборудку, то свободно катался в топе, а потом сразу такой бам! Мы постоянно внизу списка. С новым балансировщиком это прям какая-то беда, поэтому топовая пушка просто must have. Ну, со стоком мы более-менее разобрались, пошли смотреть на танк в топе. Так, и что же мы первое видим при топовой комплектации? Броню. Да, именно ее. Хотя ее наличие столь иллюзорное, что можно не заметить, она все же есть. Во лбу корпуса у нас 80 мм ВЛД с приведенкой в 125-130 мм и НЛД 60 мм с приведенкой 82 мм. Лоб башни все те же 60 мм, но с более острыми углами, что дает нам от 170 мм до 300 мм в разных ее проекциях. На цифрах звучит неплохо, но на деле же башней мы не сможем торговать. Маска в 160 мм может еще что-то отбивать, но и то при большом везении. По бортам корпуса все еще хуже. Там 50 мм практически без наклонов, что дает нам все те же 50, иногда 55 мм. Башня все так же 60 мм, но по бортам острых углов практически нет. Поэтому мы максимум получаем 80 мм, и то крайне редко. В основном 70 мм и все. В корме у нас 50 мм корпус и 60 мм башня. Там все практически без наклонов, поэтому разбирать дотошно мы не будем. Хороша ли эта броня? Однозначно нет. Броня у нас практически как у легкого танка, а рикошетности нет, как у той же облегченки. Ну на нет и сюда нет. Езжаем дальше. Следующее, что мы видим, это пушка. Тут все сразу становится крайне интересно. Потому что это первый танк ветки и первая 8, которая имеет автомат дозарядки. Сразу скажу, лучше всего играть именно от первого снаряда в барабане, то бишь третьего или крайнего, как вам удобно. Именно он имеет самую короткую перезарядку, а именно 6,1 секунду в топе, тогда как второй снаряд перезаряжается за 6,5 секунд, а последний за 6,6. То есть мы играем как обычная вторая Пантера, раскидываем по одному снаряду, пока не появится нужда в реализации всего барабана. Например, когда противник стоит к вам кормой, и его нужно быстро уничтожить. В общем, вы и так все сами знаете. Что мы еще видим у пушки? ДПМ 2212 единиц урона в минуту при средней альфе 225. Много ли это? Нет. На уровне полно средних танков с таким же уроном, а местами и выше. Тот же Т-69, барабанщик, имеет на 100 урона в минуту больше. Но снова-таки, все познается в сравнении. Если выстрелять весь барабан, то перезарядка всего барабана будет немного живее, нежели каждого отдельного снаряда. Все будет зависеть от вашего стиля игры. Хотите, играйте как обычная СТшка. Хотите, отыгрывайте барабанщика. Вся прелесть этой пушки как раз в том, что именно вы решаете, кто вы в этом бою.
По пробитию у топ-пушки все так же неплохо, но не лучшие показатели. На ББ мы шьем 203 мм, на подкалиберах 259. Голда, кстати, еще неплохо шьет. Не все СТ на уровне имеют такие цифры. Время сведения 2,8 секунд, что также нормально. Пушка гнется на минус 8 градусов. Поднимается на плюс 20. Неплохо, но не вау-вау. Что можно сказать о пушке в целом? Очень даже не дурно за счет нового барабана, но ничего сверхъестественного нет. Танк уж сильно имбовать не будет. Зато нерфить не придется. Что мы еще видим в этом танке? Динамика. Оу, а тут все интересно. Точнее как, на цифрах все прикольно. 60 км в час вперед, 20 назад. Но на деле мы имеем среднюю скорость 40 км в час. А разгоняться на эти 60 мы будем крайне редко. Ворочаемся на месте мы неплохо. Скорость поворота шасси в 61 градус позволяет. И по проходимости все очень хорошо. Как раз за счет нее мы нормально тащимся даже на стоковых двигателях. За динамику и скорость я могу сказать, что это хорошо. Маскировка у танка посредственная, а обзор ниже остальных. Это стоит учесть, но не сильно придавать значение. Кто вообще следит за этими параметрами? Ведь так? Еще стоит отметить скорость поворота башни в 39 градусов, который ниже той же второй Пантеры. Это плохо. Что у нас еще осталось? Ах да, историческая справка. Ну, давайте я вам расскажу историю этого танка. Первые Пантеры появились в Италии в 1943 году, но то ли итальянцы не знали, что с ними толком делать, то ли машины были с дефектами. В боях танки не участвовали и были отправлены назад в Германию. В 1944 году итальянцам снова прислали партию Пантер, но в этот раз они принимали участие в боях, и множество танков было уничтожено. На этом все. Я не нашел информации о модификациях итальянцев. Не нашел то, как они присобачили барабан к Пантере. Ничего. Это или я плохо искал, или у кого-то очень хорошее воображение. По личным ощущениям, танк мне понравился. Пускай и не без минусов. Во-первых, новая механика игры. А это всегда интересно. Тем более, что ты или раздаешь весь барабан, или играешь от первого снаряда, как обычный СТ. Во-вторых, у танка неплохая динамика. Пускай и совсем без брони. Так что тут или ровные руки иметь, или играть на удачу, как это делаю я. В целом, машину могу посоветовать тем, у кого статистика 55+, иначе будет попа-бобо. Все, это все, что я хотел рассказать о танке. Живую игру на нем вы сможете увидеть на стриме, в пятницу. Спасибо всем за внимание, ребята. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, поставьте лайк и напишите о том, как вам обзор. С вами был Digital Cactus. Играйте только в хорошие игры и будьте умничками. Пока.